Ну что, давайте все-таки теперь мы пойдем так, как я хотел пойти изначально. Начнем с постуральных мышц, то есть мышцы стабилизаторы тазобедренного сустава. Это будут глубокие мышцы. Начнем с глубины и пойдем вверх. Вот так вот. Угу. Не настолько глубокие. Начнем с глубины. Находим гребень подвздошной кости. Да, можешь ручки опустить. Гребень подвздошной кости, заднюю верхнюю подвздошную ось, нижнюю подвздошную ось. Так, ее просто пимпочкой обозначим, что оно тут есть. 12-е ребро. Сейчас накидаем еще. Так. Thanks. С гиперлордозом сложнее найти позвонок. Вот он. Это у нас крестец. Что ты там так головой махаешь? Я пытаюсь запомнить. Угу. Это все, что мы рисовали. Ну, я рисую половинку, не буду целиком все рисовать. Мы с вами еще забыли один момент. Это квадратная мышца поясницы, про которую я еще не озвучил. Мышца, которая формирует заднюю стенку брюшины. То есть она чем-то схожа с мышцами живота. В совокупе, вместе между собой. То есть как она выглядит? У нее есть начало на подвздошной кости, на поперечных отростках позвонка и на ребре. То есть начало от подвздошной кости, мышцы идут к позвонкам. Сейчас я нарисую у нас там 5-й, 4-й. Ну, короче, вот в таком формате. Я чуть преувеличенно это все сделал, но не суть. То есть все поясничные позвонки захватывает квадратная мышца поясницы, от подвздошной кости к позвонкам идут мышцы, к поперечным отросткам. Также от подвздошной кости у нас идут волокна вверх, то есть к ребру 12-му, и от позвонков также к 12-му ребру. И получается как бы сеточка. По сути, просто сеточка сзади, которая максимально закрывает заднюю стенку брюшины. При ее укорочении, ну, помимо того, что она делает латерофлексию, боковые наклоны, также она участвует немножко и в скручивании в одном и в другом, то есть и притягивает ребро к позвоночнику и подвздошную кость к позвоночнику. То есть вот эти вот все штуки с ротацией еще. Она будет там участвовать. В основном функция ее, больше, наверное, основная функция, это, опять же, задняя стенка брюшины. То есть она прямо активно в движении не будет участвовать, как основной агонист, но основная функция защиты задней стенки. При гиперлордозе, особенно когда вы, допустим, щупаете подвздошную кость и 12-е ребро, и видите, что там расстояние вообще минимальное. Вот в нашем случае здесь у меня пролазит только 2 пальца. То есть должно больше. То есть должно, ну, где-то 3-4 пальца должно пролазить между. Да не. Суть в том, что даже вы можете посмотреть, в нашем случае есть гиперлордоз. Вот. И это как раз говорит о том, что эта мышца будет в укороченном состоянии. Но если вы поубираете с нее триггеры, вы можете снять хорошую компенсацию. Поэтому всегда в нее влезть не надо. Сначала лучше залезть в другие вещи, в подвздошно-поясничные мышцы и так далее. Вот. Но прощупать ее легко. Сбоку залезаем и нащупаем плотное место. Это вот поперечные отростки. В принципе, с них можно уже там работать. И триггеры часто вот с этой стороны вы будете находить. Вот так вот. Угу. Вот прям. Триггер это уплотнение? Да. Ну, болевая точка. Ну, вот не вы каждый раз говорите, вот здесь больно, здесь не больно. Ну, ты обычно будешь видеть. Обычный человек делает как-нибудь, дернется. В начале, пока... Невозможно как бы так
Потерпеть. Пока еще есть разные люди. Бывает, кому-то вообще не больно, но ты видишь там. Да. На начальных уровнях, когда вы только-только развиваете навык пальпации, вы ориентируетесь на ай-ой. А в дальнейшем вы уже, когда вот такие, о, это, наверное, ай, такие раз надавили, смотрите, да, ай. И со временем, с набором опыта, с навыком, с большим количеством пациентов, вы уже начинаете сами их чувствовать. То есть их даже не надо ориентироваться на ой и ай, вы делаете массаж, чувствуете плотно, вот так, вот триггер, поехали. Более плотные. Да, по сути мы, ну даже если брать вот миофасциальный массаж, который я даю, я ассоциирую эту историю, когда же Яковлев мне давал, с мытьем полов. То есть сначала мы все дело протерли, обычной там сухой влажной тряпочкой, да? Потом начинаем более углубленно вымывать, потом мы находим где-то между плинтусами грязьку, и вот грязька это имеется в виду уплотнение, то есть ткань должна быть мягкая везде. И вот вы находите плотную ткань, и мы ее убираем, расчищаем. Вот в таком формате. Максимально, так сказать, простой и понятный метод мытья полов. Вот, добавили квадратную мышцу поясницы. Это то, что спиной нам надо будет еще дорисовать. Забыли спину, поехали таз. Начинаем с постуральных мышц. Средняя ягодичная мышца. Это прям то, что очень важно в тазобедренном суставе, то, что стабилизирует бедренную кость. Вот здесь у нас еще, кстати, бедренная кость и большой вертел. То есть вот мы заходим в мякушку и упираемся сверху на кость. Это вертел, большой вертел кости, ну, бедра, бедренной кости. Залезла? Не сзади, а сбоку. Вот прямо сбоку. Угу. Вот, и надо на него прям сверху поставить пальцы. Вот когда вот сверху, главное, да, вес с этой ноги убрать. Да, неприятная, конечно. Больно? Она практически всегда у всех болезненная, кто не занимается. Эта история. Бывает такое, что, ну, я встречал, что там не болезненно. Вот, девочка занимается йогой, стретчингом и так далее. А? Про среднюю ягодичную, да. Но это было вот единичный случай, Аля. В основном она всегда болезненная. Потому что там еще очень много рецепторов. Подвздошную кость, средняя ягодичная, занимает практически всю вот эту верхнюю часть над этим суставом. Как найти границу? Вот здесь есть такая штучка, которая переваливается под руками. Это начало средней ягодичной. Можете взять, пощупать, у себя пощупать, там прям такой валичек будет. Ну, вы сейчас ляжете и найдете этот валик. То есть вот валик, это ее граница вот на этом уровне. Докуда он идет? Ну, это я борщанул чуть-чуть. Нет, Валик. Вот здесь. И средняя ягодичная, она доходит практически до вершинки гребня. Но чуть-чуть не доходя самой вершинки. И вот она у нас здесь вот так вот идет. Под вершинкой гребня практически хвостик ее уходит, хвостиковое крепление уходит до верхней и передней ости. Верхняя и передняя ось подвздошной кости, да. Чтобы ее почувствовать, положили ручку, просили человека ногой в сторону отвести. И вот там вот вы почувствуете в глубине эту мышцу. И можете попробовать найти прямо ее границу здесь. Надави еще раз. Угу. Вот она. Опускай. Вот. И если представлять инь и янь, то средняя ягодичная примерно выглядит как инь, да. Вот так еще добавим. То есть это как запятая, которая основная часть мышцы вот с этой стороны. Это только место крепления, это только начало ее. Понимаем, да? И отсюда волокна у нас идут и накрывают вертел целиком сверху. Вот так будет у нее направлены волокна. Большим количеством. Теперь, а где мой атлас, кто видел? Чтобы теперь наглядно показать, не только здесь почувствовать. Здесь важно найти вот эту вот перекатывающийся валик. Да, это как раз средняя ягодичная. Сейчас мы ее возьмем. Так, это плечо у нас. Так,
подвздошно-поясничные. Поехали дальше. Вот. Место крепления среднеягодичный. Это у нас зад, это у нас перед. И вот ее запятая. Верхняя. Вот это кружочек здесь, инь. Да, верхняя часть. Видите, она занимает практически всю плоскость кости. Вот наш скелет. И вот на скелете получается вот эта запятая, она идет у нас вот так вот, даже вот так вот. Вот в таком формате. Перекатывающая точка вот эта у нас где-то это где? Это вот здесь. Вот она здесь. Перекатывающая — это начало среднеягодичной, а сверху нее лежит большая ягодичная. Там тяжело найти. Короче, где вот здесь катается, вы нашли среднюю ягодичную. И дальше кпереди это будет все она практически. Потому что дальше под ней здесь небольшое расстояние малой ягодичной. Вот еще про среднюю ягодичную. Вот ее волокна уходят сюда в бок. И тем самым напряжение ногу уходит в сторону. Вот как это выглядит на биомеханике. Стоя, вот движение. Ну и, соответственно, стабилизация сустава. Сделали шаг, сустав надо стабилизировать. Средняя ягодичная включилась. Давайте сейчас среднюю и грушу еще найдем. Теперь в формате малой ягодичной ее прощупать достаточно сложно. Давайте сейчас на малую для начала. По факту она находится у нас просто под средней ягодичной в пространстве, остаточном пространстве между вертелом и большой ягодичной. И она больше находится у нас спереди. Потому что ее хвостик, да, как раз тот самый, это у нас ян, да? Инь. Инь у нас будет в эту сторону. То есть больше спереди. И сюда маленький хвостик уходит. И она крепится также к бедренной кости, но чуть спереди. Ну, то есть, получается, вот у нас... А? Сгибать. Она будет сгибать, она будет тоже участвовать в отведении. Она сверху, да? Да, смотрите, средняя ягодичная хватается вот здесь за бедренную кость, а малая ягодичная дальше уходит. То есть малая ягодичная, ну, наверное, больше вот эта часть ее крепления. Спереди. Да, ближе к переди. Да, в основном она будет делать сгибание. Но так как это постуральная мышца, она будет участвовать всегда. Потому что сустав, как видите, с двух сторон уже притягивается. А надо вообще его целиком засунуть в сустав. Ну так, головку кости засунуть в тазобедренный сустав. И еще есть одна мышца, которая будет вот с этой стороны его втягивать. И это будет грушевидная мышца. Сейчас нарисуем. Волокна нарисовал, отлично. И следующая, одна из важных постуральных мышц, это грушевидная. Грушевидная начинается с крестца, с внутренней стороны. То есть она выходит вот оттуда аж. То есть, ну, не от копчика, а с внутренней стороны. То есть вот оттуда. Из крестца выходит и идет на тазобедренный сустав. И хватается сверху вот сюда за него. То есть тем самым, завершая вот этот момент фиксации тазобедренного сустава вот с этой стороны. То есть, получается, надо спереди, сверху и сбоку подтянуть. И эти мышцы как раз будут выполнять эту функцию. Все эти три вкупе. Среднеягодичная. Помните, мы находили с вами вот эту пимпочку? Вот эту пимпочку. Для чего мы ее находили? Для того, чтобы понимать, что как раз с этой пимпочки начинается грушевидная мышца. И чтобы ее найти, прощупать ее будет сложно. Поэтому здесь проще всего нарисовать. Ну, прям вот даже вы работаете с человеком, приходит у вас человек с синдромом грушевидной мышцы. Ну, там, даже давайте не синдром, просто, говорит, зажало. Ногу за собой волочь. Ну, волочит это уже чуть хуже. Да, стреляет по задней поверхности. Вот, говорит, я наклоняюсь там или иду, у меня прям от жопы стреляет, ну, от ягодичной мышцы стреляет до пятки. Прям прямой линией. Это говорит о том, что проблема с седалищным нервом. Седалищный нерв проходит прямо под грушевидной мышцей. И вот, чтобы ее найти и продавить, мы находим вот эту пимпочку и знаем, что вот это все пространство дальше крестца, это все грушевидная мышца. И крепится она как бы сверху за вертел. Ну, видите, если сбоку смотреть, то мы видим такую картину. А если вот с этого боку посмотреть, то мы видим, что здесь есть еще впадинка. То есть как бы грушевидная заходит вот так вот сюда.
Под впадину. Да, под впадинку, вот так вот. Ну, Ну, соответственно, она под средней. да, она средняя над ней никак не работает. Ну, как бы, вот хвостик, возможно, заходит немножко под среднюю. Ну, под креплением средней, ладно. Не под самой мышцей, а под креплением там. И вот, получается, вот она здесь. Вот ее движение. Ну, все правильно, да. Я кручу, смотрю, у меня нога, короче, как-то неправильно ротируется, она в другую сторону у него. Так, кажется, что-то не так. Вот, и ее основная функция, если брать ее напряжение, это ротация, наружная ротация ноги. Это вот это, да? Это вот это. Это вот это. И вот ее сокращение будет вот сюда. То есть дави ногой на меня, вот это сокращение грушевидной мышцы. Ой, биомеханика, ребят, такая интересная штука, конечно. Потому что в зависимости от положения сустава мышца будет менять свою функцию. И вот мы сейчас смотрим с вами поверхность. Можно вот, да, вас чуть попугаю? Вот возьмем среднюю ягодичную или грушевидную. Грушевидная является наружным ротатором бедра, а она согнутым внутренним ротатором. То есть здесь она делает это движение, а когда нога согнута, она делает вот это движение. И средняя ягодичная, в зависимости от градуса сустава, делает наружную ротацию или внутреннюю ротацию, потому что вообще средняя ягодичная на самом деле очень интересная мышца, если рассмотреть ее с точки зрения механики. Вот у нас подвздошная кость, вот у нас бедренная кость. И вот мышца, которая там лежит. Ну, это схематично как бы. И вот таким образом она у нас здесь хватается. Чуть догружу вас, чтобы прям было. Она просто прям очень интересная средняя ягодичная. И если я буду смещать сустав вот в этой плоскости, вот сюда, она же тоже будет участвовать в движении. И она также будет участвовать в движении, в сгибании и в разгибании бедра. И еще также в ротации она будет участвовать. То есть если одни волокна начинают сокращаться, то сустав начинает уходить в эту сторону и ротироваться. Ну, потому что она лежит как бы сверху рычага, и этот рычаг она будет вот так вот двигать. И зачастую вы будете находить вот здесь болючие штуки, где вот переход именно задней части, к чему я веду, к тому, что когда есть слабость ягодичной мышцы, то будет перегружаться средняя ягодичная и грушевидная мышца. Допустим, по какой-то причине ягодичная в нормальной функции не работает. Ну, есть там перекос таза, она растянута сама по себе, находится в растянутом положении, то есть крыло таза ушло чуть впереди. Тем самым мышцы растянуты, рефлекторно уже плохо работает. И будут перегружаться мышцы, вот эти самые, и они будут болезненные всегда. И грушевидная, и средняя ягодичная, особенно ее часть к задней поверхности, ну, ближе, медиально, скажем так. Поэтому вот эти штуки будут здесь всегда болючие. И в идеале не всегда их надо прям снимать, это компенсация. То есть это те мышцы, которые хоть как-то держат тазобедренный сустав, когда не работает ягодичная. Хоть как-то позволяют тазобедренному суставу. Есть простой вариант, есть сложный. Есть простой вариант. Грушевидная. И просим человека выталкивать руку. Напрягай. Ага, расслабили. Толкай. Вот. Это вы на грушевидную же, правильно? Я ягодичную. Ягодичную. Большая ягодичная, да. Я ее придавил и прошу человека просто ее включить. Чтобы она просто ей поработала, и мозг увидел, что мышца может функционировать. Это простой способ спортивного массажа, как включить мышцу. Максимально простой. И сложного не лезем пока. Взаимосвязь с зубами, с диафрагмами, нахер надо, ребят. Включили мышцу, дали упражнение, все, шикарная компенсация. Да. Ну, есть там свои нюансы всегда. В общем, я поняла, что трапецию рисовать не так уж и сложно. Грушевидная. Мы находим нижнюю ось, дощупываем крестец и от него рисуем сюда. Среднюю ягодичную находим, важно найти эту границу, где вот она начинается, и послушать вообще ее в движении, попросить человека отвести ногу в сторону. Угу. Грушевидную можно тоже попробовать прощупать, положить вот так вот ручку и попросить человека покрутить ногой туда-сюда. Вот так вот. Дай мне. Ты там сильно не этого. Тебе давай. Надави. Сечет меня.
Надави. Да, ходит вот так. Да. Чтобы прощупать прям в движении мышцу, вот советую прям прикладывайте руку, просите делать человека движение. Расслабить, напрячь. То есть среднюю ягодичную надо найти, в сторону дави ногой и смотрим. Расслабили, прям, чтобы максимально ткани расслабились. Потом давим ногой в сторону. И слушаем, что там, где напрягается. Прям в таком формате пока пальпируйте. Что, хватит пока 3 мышц, да? Конечно. Конечно. И все. Это? А как же большая ягодичная? Ну, большая ягодичная просто. Давайте сразу большую накидаем. Или нет? Я просто думала, мы с нее начали. Нет. А мы начали со средней ягодичной. Со средней, малая и грушевидная. Средняя, малая, грушевидная. Средняя, малая И большая ягодичная. Да? Большая ягодичная. Вот она вся вот такая. Все Да. остальное большое. Давайте добьем, да. Вот этот ось, помните, искали с вами, да? Ось. И вот это, она идет, и здесь чувствуется еще какой-то момент, где вот этот бугорочек. То есть она прям такая объемная здесь, кусман кости объемный. Вот этот объемный кусман кости как раз это одно из мест крепления ягодичной мышцы. И дальше ягодичная мышца у нас захватывает вот так вот все до крестца. И в некоторых учебниках есть рисунок, что захватывает и копчик. Вот. Но к копчику там немножко другая связь будет. Нам это пока не важно знать. Готовы впитывать дальше? Да, да. У меня уже глаз дергается. Я сегодня, правда, очень плохо что-то выспался, поэтому я трою сегодня. Есть, да, такое? Потому что все спали в одном месте. И опять глаз начал дергаться. Где был ты ночью, да? Да, смотрите, средняя ягодичная. Как найти ее границу на бедре, где она крепится? Вот так пальцами ведете и находите, где идет залип. Что такое залип? Залип – это когда пальчики мягко идут, а дальше они становятся, ну, идут прям тяжело. И вот здесь вот на уровне залипа как раз и проходит. И все начали трогать себя, да? Ну да, То есть примерно вот до сюда. Вы сейчас друг на друге попробуете. И ягодичная мышца тоже интересная девчонка. Она не просто так тут тусуется. То есть она крепится как бы с латеральной части кости бедренной. Вот у нас бедренная кость. И она крепится вот здесь вот с этой части. И захватывает вот так вот большую область. Это все бедренная кость идет у нас. Это все большая ягодичная мышца? Это все большая ягодичная. Это только начало большой ягодичной мышцы. Крепится она. Да, она крепится к бедренной кости. И все не так просто с ней, как кажется. На самом деле у нее 2 головки, 2 волокна. Нижние волокна уходят у нас к бедренную кость, а поверхностные волокна уходят в широкую фасцию бедра или подвздошно-большеберцовый тракт. На картинках видели вот эту штуку? Вот это большеберцовый тракт, подвздошно. В будущем будьте готовы илиотибиальный тракт. Вот. Кто-то называет его так. По сути, по-русски, по-простому, подвздошно-большеберцовый тракт или широкая фасция бедра. Вот. Это жесткое уплотнение, которое здесь всегда у всех чувствуется. Часто оно болезненное. А если оно очень болезненное и отечное, это вопрос к толстому кишечнику и вопрос к ягодичной мышце. Видели на сеансах или у людей на одной попе, попе на ушке, и с одной стороны ушко такое будет больше. Вот это за счет слабой ягодичной мышцы. То есть, представляете, 2 слоя. Раз слой. Крепись. Это галифа? Да. Раз слой. Это вообще я называю это рычаги любви, но пускай будет попе на ушке. Почему рычаги любви? Я тоже так считаю, что вот здесь как начали расти. А это можно рычагами любви называть. Смотрите. Рычаги любви. Не будем мы углубляться в этот вопрос, да, я могу индивидуально потом ответить на этот момент. А вторая поверхность уходит в широкую фасцию бедра. И, соответственно, здесь как бы есть определенное пространство. И когда ягодичная слабая опускается, верхняя вот эта поверхность, она уходит в бок, и здесь образуется отек. Ну, то есть там соединительной ткани просто в большом количестве, вот интерстициальной жидкости. И, я думаю, видели, да, когда с одной стороны вот так прям явно выражена вот эта история. И чтобы... Симметричный. Нет, не симметричный. Если не симметрично. А если симметрично, это 2 ягодицы слабые, это пока не лезем. Вот, если вы видите, что четко... На самом деле очень много женщин после родов именно становится. У меня самой Да, это вопрос к тазовому дну.
потому что копчик у нас явно связан с ягодичными мышцами. Накачивается она. Потому Вот что этот не вот. работает мускулитик. Ладно, переходим все-таки к МФБС. Есть перекрестные синдромы. То есть, когда есть мышцы какое-то укорочение, ну, допустим, в данном случае будет подвздошно-поясничная мышца в укорочении. Подвздошно-поясничная. То есть она будет ротировать таз вот туда, тем самым растягивая ягодичную мышцу. Это укорочение остается, когда человек ходит, сидит и так далее. То есть это есть перекос. И в тренировках, когда ты пытаешься включить мышцу, которая в данный момент растянута, и рефлекторно мозг ее видит ее так, что ее надо расслабить, она не может включиться никак. Поэтому на тренировках... Если она включается, это и дело. А не... А это не поднимается, значит, не включается. Блин, мы уже сколько тестировали, она включается. Начни Да, значит не так. Тестируем. Скорее всего, ну, либо не так тестируют, либо это вопрос к толстому кишечнику, отек на толстый ну, проблемы с толстым кишечником, если не убирается. Тренировок, никакой результат. А у тебя Скорее всего, она такое все-таки есть? до конца не включилась. Ну, посмотрим, это индивидуальный момент. Формат того, что, ну, по факту чаще всего исправляется, это с подвздошно-поясничной мышцей работа. И на тренировках тоже даем растяжку подвздошно-поясничной мышцы. И тогда вот эта штука будет уходить. Возвращаемся к большой ягодичной. Усложнил, теперь упрощаем. Соединяем волокна. Ну, вообще, как бы оно идет вот так вот чуть-чуть. Вот так. Нет, Макс, что у тебя-то волосатый весь. Салат, это всё. Вот так будет направлены волокна, чуть под другим углом. Вот, и вот здесь вот это вот уже не мышца. Напряги ягодичку. Вот ее граница. То есть это уже жирочек. Из интересных фактов. Вот, напрягай. Очень интересный факт. Но если его не будет, у тебя будет, видела, сухих качков? Видели когда-нибудь фотографии сухущих качков, которые выступают? Да. У них жопа иксиком таким. Да. У них там нет жирка, и это выглядит, ну, так себе. Да. Ну, это хорошо. Вот. Поэтому, чтобы почувствовать ягодицу, можете попросить человека поднять вот так ногу. И вот так дави наверх. Вот, и таким образом можете прощупать именно эту мышцу. Угу. Дави наверх, поднимай. Вот. Тут еще будет включаться сгибатели. Да, желательно согнутой ногой. На прямой там будет подключаться еще мышцы. Они и так будут подключаться. Можно на прямой попробовать. Давай, прямой тоже, в принципе, ну, видишь, хуже. Выше задняя поверхность. Да. Большая ягодичная, средняя, малая, груша. Бям-сям-мям, груша. Это получается в кости она сейчас. Подождите, первую, которую мы... Средняя, малая, Передняя. грушевидка. Как Нет, она? квадратная мышца поясницы. Она вплетается в него. Вот, может... Я понял. А дальше? Не, про... Смотри, не разветвление, она по слоям идет. То есть нижний слой глубокий, который идет в кость, и верхний слой, который вот таким образом, вот здесь видно. Видишь, напрягать широкофасция, она туда в него вплетается. Вот, на картинке это прям явно очень хорошо видно. Угу. Вот так вот. 4 мышцы, ребят. Хватит. Пока хватит. Поехали, рисуем.